Пляжик на сегодня называется Cala del Acquaviva. Прекрасное место, но не советую сюда приезжать летом. Во-первых, с 15 июня по 15 сентября платная парковка. Не знаю, сколько стоит, не написано, но написано, что она платная. Во-вторых, такой вот это не совсем пляж. Мы долго спорили, пляж это или нет. Как бы для итальянцев это пляж. Для нас, для нормальных людей, это такой вот как раз-таки песчина натурали, который вот именно натуральный, природный такой вот заливчик. Места не очень много, поэтому в сезон, я думаю, тут вообще мрак, а сейчас вообще прекрасно. Но приезжайте лучше пораньше с утра, потому что солнышко прям хорошо попадает, вода бирюзовая, невероятно чистая, то есть прям вообще прекрасно. Потом оно выйдет сюда только часа, наверное, в 3. То есть такое, водичка хорошая, я, конечно, сегодня не купалась, но мне сказали, что вода превосходно теплая. Если немножко отплыть, там есть гроты, можно хорошо так посмотреть красивые места. А есть еще план. Поэтому мы уже поедем, так как часы перевели. Нам нужно пораньше все успеть, потому что темнеть сейчас будет достаточно рано. И вообще закат до 5 часов это такое себе. Поэтому мы немножечко так отдохнули, погрелись на солнышке, посидели в баре, отдохнули, насладились и поедем дальше. Впереди у нас Кастро. Если не ошибаюсь, как я поняла, это переводится тоже как замок с греческого языка. То есть вот и интересный момент, кстати, мне, то что по Италии, вот если брать центральную часть Италии, то там везде Кастелло, 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 а здесь такой Кастро. Но вообще тут греки бывали в этой части. Сицилия, Пулья, она такая была, какая-то там было какое-то королевство, там очень насыщенная, интересная история. И от греков много чего досталось. Тоже, кстати, интересно. Надо будет как-нибудь именно углубиться в историю. Потому что то, что даже здесь есть название Кастро, это уже много о чем говорит. Ладно, мы собираемся и едем смотреть городок. А потом мы, наконец-то, у нас будет такой полувыходной день. Боже, потому что каждый день мы едем, едем в одно место, немножко находимся там часик, едем в другое место еще часик, едем в третье место еще часик, едем в четвертое место пару часов. И потом только мы возвращаемся домой часов в 11, и уже как бы тяжело. Это, знаете, как раз когда тебе после отдыха нужен отдых. Вот как-то так. Ладно, мы пошли собираться, одеваться и едем смотреть город. Мы доехали до Кастро. Единственный нюанс был с парковкой, потому что центральная часть города историческая, она закрытая только для пешеходов, и это вообще очень круто. Парковку искать в жилых районах, идти метров 500-700 вообще не критично. Что касаемо самого Кастро, это такой прибрежный, очень красивый, милый, уютный городочек. В общем, как мы и поняли из названия, даже Кастро, это на греческом будет замок, то есть на итальянском это Кастелло. Идем изучать город. Он небольшой, но есть крепость. Идем смотреть. Смотрите, типичный итальянский город, маленький итальянский город. Есть церковь, есть площадь, бары, рестораны на площади. Стабильность, наше все. А еще тут, смотрю, вкусные морепродукты носят. Уже начинают хотеться чего-нибудь вкусненького. Вообще классно то, что вот такие тут городочки, они прямо на море находятся. И тут же вообще много вылавливают. Это все свежайшее. Такой небольшой, милый городочек, невероятно ухоженный, прям идеально чисто. А тут ведет лестница прям в самый низ к набережной. Не знаю, у кого хватит силы, терпения, ладно, спуститься вниз, потом подняться наверх, а спускаться так хорошо. Безумно душевный городочек, так тишина, спокойствие, чистота, повторюсь еще раз. Вообще даже птицы молчат. Ну да, еще и воскресенье, но все равно как бы люди-то должны ходить. Но нет, все там сидят на вот эту вот площадь главную, все туда пришли, сели в бары, в рестораны, все там. Тут ни души. Это по-своему так это интересно.
И очень крутое, что цвета Пульи именно вот эти вот нежные бежевые тона, и в общем с этими зелеными растениями. И классно, что по всей Италии оставляют вот эти старые красивые двери. Мне кажется, я сюда хорошо вписываюсь своим платьем. Но у меня сейчас такое наслаждение от тишины, вы не представляете. Это просто невероятно. Даже говорить ничего не хочется нарушать тишину. Посмотрите, какое все в нереально идеальном состоянии. Ну ладно, есть там пару домов, которые такие, это такие, но в целом, я не знаю, это либо глава города вкладывается в это все, чтобы это выглядело хорошо, либо сами люди, я честно не представляю, но большинство домов, 80% домов, они просто настолько хорошо реконструированы. Ты не только вот получаешь визуально наслаждение, то, что ты видишь вот этот вот замок, да, вот эти старые развалины, а именно ты еще получаешь вот от того, что это все ухожено. Ну вот как можно не любить Италию? Южную Италию. Посмотрите, все чистенько, какая лестница в квартиру, какие цветы, все зеленое, боже. И это все зеленое, невероятно красивое, даже вот сейчас уже считайте ноябрь месяц. Едьте в Италию в любой сезон, вы в любой сезон найдете. Но вот конец октября, ноябрь, Пулья просто вас поразит. Вот такой вот маленький, уютный, прекрасный, невероятно красивый городочек Кастро. Обязательно заедьте сюда. Вот буквально часа 3 потратьте, ну просто чтобы пройтись, насладиться вот этой вот Пульей, вот этой вот Южной Италией, чистотой. Самое главное. Просто получить наслаждение, также постоять на балкончике, посмотреть на прекрасный вид на море. Стоит потратить на это время, вы останетесь довольны. Вот мы спустились к набережной этого Кастро. В воскресенье не едьте сюда. Вообще парковку не найти. Но мне кажется, что вы просто весь город из соседней девушки собрались все сюда. Тут тоже есть такой пляж. Но это, как и в предыдущем месте, сложно назвать пляжем. Это такой городской пляжик, где нет ни песка, ни камней, ничего. В общем, вода красивая, да, но я бы, наверное, тут плавать не стала, потому что тут еще есть порт, сомнительно, но вода красивая. И в целом так вот посидеть вечером где-нибудь здесь, очень много баров, прямо взять аперитив себе, насладиться. Хорошо. Все ближайшие города, деревни, мне кажется, собрались тут. Вот, знаете, вот мы сегодня перемещались, там были на пляже, потом поехали вот наверх Кастро, где исторический центр. Мы видели людей, там пару семей я видела, которые с нами уже были на пляже. Я не удивлюсь, если мы сейчас их встретим здесь. Вообще не удивлюсь. Там стоит очередь, это бар. Очередь в бар. Боже. Ну давайте посмотрим, может там что бесплатно наливают. Кто знает. Пойдем в это. Это не бар, это, ну, точнее бар, но это еще и кондитерская. Они, лаборатория с 1950 года. Но за печеньками я стоять туда не буду. Идем искать, что еще есть. Ну, это перебор для меня. Нет. Идем в ту сторону, там набережная еще продолжается. Бежим.